Когда должна начинаться реабилитация после абдоминальной операции? Как вы думаете? Через месяц-два? Нет, сразу, еще пока вы находитесь в палате. Для чего мы это делаем? Для снижения боли, для более быстрого восстановления, для возвращения к своей функциональной активности. В данном ролике я покажу несложные упражнения, которые вы можете выполнять уже через несколько часов после абдоминальной операции. Первое, с чего вы можете начать, это легкий передний задний наклон таза. Вы лежите на спине, прямо на кушетке в клинике, согните ноги в коленках и начните аккуратно перекатывать таз в передний наклон и в задний наклон. Если бы я показывала это малоамплитудное движение на макете, оно бы выглядело так. Вот я делаю передний наклон, я лобковой костью тянусь от себя, немножко удлиняя мышцы живота, а на выдохе лобковую кость тяну к передним ребрам, к мечевидному отростку, немножко укорачивая мышцы живота. Важно, вы не напрягаете абдоминальную стенку. Лучше всего данное упражнение делать за счет стоп. То есть попробуйте стопами потянуть немного как бы пол или поверхность, на которой вы лежите, на себя, и это автоматически повлечет легкое разгибание поясничного отдела и передний наклон таза. То есть еще раз посмотрите, когда я стопами тяну пол на себя, мой таз делает вот такое легкое движение. После абдоминальной операции такой амплитуды более чем достаточно. А затем я наоборот стопами толкаю пол от себя, лобковую кость тяну к ребрам, поясница впечатывается в поверхность, на которой я лежу. И вот таким образом мы делаем вдох, тянем пол на себя, легкий прогиб в пояснице, легкий передний наклон таза, выдох, пол от себя, легкий задний наклон таза, поясница в пол, лобковая кость к ребрам. Делаем так около минуты. Важно, без боли. Если у вас появляется какая-то боль, дискомфорт, вы либо останавливаетесь, либо уменьшаете амплитуду. Как делать неправильно? Неправильно делать вот такие максимальные рывки вперед или впечатывать поясницу в пол так, что у вас живот раздувается и напрягается, повышается внутрибрюшное давление. Очень ювелирное движение, едва заметное. Еще раз, потянули пол на себя, опрокинули таз в небольшой передний наклон, слегка натянули абдоминальную область, выдох, толкнули пол от себя, ягодицы, живот расслабленные остаются, поясница ушла в пол. И здесь можно делать спокойный вдох и выдох. Около минуты. Следующее упражнение. Вы ставите руки на ребра по бокам и даете руками небольшое сопротивление в ребра. Вы стараетесь сделать вдох ребрами, немножко толкнуть руки в стороны. Выдох, ребра немного додавливаем к центру. Когда вы делаете вдох, у вас расходятся ребра в стороны и верхняя часть живота немного поднимается вверх. Еще разочек. Мы делаем вдох, ребрами толкаем ладони в стороны, выдох, руками додавливаем ребра к центру. Тоже мы выполняем около минуты. Далее вы выпрямляете ноги и делаете упражнение, которое многие называют голеностопный насос для улучшения венозного возврата. Я натягиваю пальцы на себя, натягиваю стопы на себя. Теперь из этого положения, сохраняя пальцы натянутыми на себя, я как бы давлю на педаль газа или тормоза. Да? Далее я сгибаю пальцы и согнутыми пальцами я как будто какую-то ткань тяну на себя. Еще раз, я раскрыла пальцы. Теперь я давлю плюсными на какую-то педаль или как будто вы встаете на максимально высокий каблук. Далее вы сгибаете пальцы, как будто в кулачок, и, сохраняя пальцы согнутыми, тянете ноги на себя. Важно, на протяжении выполнения данного упражнения коленки остаются прямыми. Вы почувствуете достаточно хорошую работу мышц стоп, голени, икроножных мышц в данном положении, что улучшит венозный возврат и профилактирует тромбообразование. Данное упражнение можно выполнять около минуты, опять-таки несколько раз в день.
Далее вы можете развести ноги немножко шире, вытянуть руки вверх. Замечу, если вам некомфортно лежать с прямыми ногами, если очень сильно натягивается абдоминальная стенка и возникают болезненные ощущения, вы можете какую-нибудь подушку положить под коленки, чтобы коленки остались немножко согнутыми. Либо, например, делать упражнения, которые я показала, по одной ноге. То есть у вас сначала одна нога согнута, вторая прямая, и вы делаете голеностопный насос, потом, соответственно, выполняете его другой ногой. Если вам комфортно с двумя ногами, это не провоцирует никаких дискомфортных ощущений в абдоминальной зоне, вы можете сразу делать двумя ногами. И следующее упражнение для улучшения периферического кровообращения, когда мы делаем суставную гимнастику на дистальные отделы. Мы будем стопами рисовать максимально возможные круги, то есть представьте, что у вас кончики пальцев ног испачканы в краске, и вы рисуете максимально возможные круги. Опять-таки коленки остаются прямыми, если вы делаете вот на фоне прямых ног, и максимально возможная амплитуда в одну, в другую сторону. Руки вытянуты вверх, и вы то же самое делаете руками. Вы представляете, что у вас кончики пальцев рук испачканы в краске, и вы рисуете максимально возможные круги в одну и в другую сторону. И если возможно, старайтесь делать эти движения одновременно кистями и стопами. Таких несложных упражнениях в первую неделю-две после абдоминальной операции будет достаточно, особенно в первую неделю, даже первые 4-5 дней после операции. Помимо данных упражнений, таких легких упражнений ЛФК, старайтесь как можно чаще менять позу, в которой вы лежите. Например, вы можете лежать на одном боку, на спине, на другом боку. Помимо этого, старайтесь как можно больше тактильно стимулировать ткани вокруг операционного поля. Разумеется, вы не дотрагиваетесь до того места, где была совершена операция. Вы работаете достаточно далеко от этой зоны. Например, если у меня была операция где-то под пупком, то я могу просто гладить, пощипывать, просто дотрагиваться до верхней части живота, до боковых частей живота, где-то над лобковыми костями, то есть достаточно далеко от операционного поля. Для чего мы это делаем? Мы возвращаем чувствительность, потому что многие пациенты после выполнения операции говорят о том, что живот как будто чужой, они его не чувствуют, им неприятно касаться шва, живот как будто онемевший. И вот чем раньше мы начнем трогать живот, еще раз повторюсь, вне операционного поля, то есть мы не трогаем ту зону, где непосредственно была сделана операция, тем быстрее восстановится чувствительность живота. Также очень важный вопрос, который вы должны задать своему хирургу: когда вам можно лежать на животе? К сожалению, бывают ситуации, когда приходят пациентки на прием, и я прошу, например, их лечь на живот, а они говорят, что им нельзя лежать на животе, потому что полгода или год назад у них была совершена операция. Никогда таких рекомендаций, что вам полгода или год лежать на животе, то есть никакая операция не требует соблюдения такого режима. Как правило, нельзя лежать на животе несколько дней после операции. Поэтому, пожалуйста, у своего врача спросите, когда вам можно ложиться на живот. И если он вам скажет: через 3, 4, 5 дней, 7 дней вы начинаете аккуратно ложиться на живот на несколько секунд, на минуту, на мягкую поверхность. Возможно, вы будете ложиться на стул, то есть с согнутыми ногами, потому что иногда полностью лечь на живот может быть дискомфортно, но вам необходимо потихонечку стимулировать вот эту проприоцепцию, чувствительность абдоминальной зоны, и лучше всего она стимулируется тем, что вы лежите на животе. Да? Но опять-таки повторюсь, очень важно спросить конкретно у вашего врача, когда вам можно ложиться на живот. Ну а уже дальше, когда пройдет 3-4 недели после абдоминальной операции, швы станут состоятельными, тогда уже можно будет работать более активно и с той зоной, где непосредственно была проведена операция. До новых встреч, быстрого вам восстановления и будьте здоровы! Ваша Ом.